Глава 421. Столб духовного уплотнения. Высоко в небе над ним появилось огромное количество насекомых длиной в более 100 метров, окрасив одну часть неба в золотой, а другую в серебряный цвет. Это громкое жужжание доносилось от них. Хань Ли взглянул на эксцентричного старика, который находился под облаком насекомых. Он был бледный, словно труп. В следующее мгновение Хань Ли приказал: «Вперед!» Внезапно огромное облако насекомых атаковало эксцентрика, словно огромная тень. Лицо эксцентрика стало мрачным. Это облако насекомых было в 10 раз больше предыдущего. Он был в ужасе. Внезапно ему захотелось сбежать. Внезапно он вспомнил про свою плетеную корзину. Затем он ударил призрачные головы двумя магическими кроваво-красными печатями и начал повторять странное заклинание. Что касается оружия, которое было заблокировано белым туманом, он отбросил их без колебаний. Решительность эксцентрика удивила Хань Ли. Две головы призраков снова выплюнули несколько потоков пламени, отступая, однако Хань Ли не собирался отпускать их вот так просто. Под его командованием огромное облако насекомых мгновенно накрыло и призраков, и их пламя. Пламя было поглощено несколькими десятками тысяч золотых прожорливых жуков в одно мгновение, и сами призрачные головы были наполнены бесчисленным количеством жуков. Хань Ли знал, что с черепами все кончено. Однако, как только он хотел отозвать своих жуков и погнаться за эксцентриком, он услышал два громких взрыва. Две призрачные головы взорвали сами себя, утонув в собственном пламени, поглотив большую часть золотых прожорливых жуков. Сначала Хань Ли был обеспокоен, но волнение вскоре исчезло. Благодаря его ментальной связи, помимо нескольких сотен, наиболее близких к эпицентру взрыва, подавляющее большинство его золотых прожорливых жук были целыми и невредимыми. Казалось, что эти жуки не были неуязвимы. Даже такой мощный взрыв не смог их уничтожить. Однако Хань Ли был доволен их устойчивостью. В конце концов, эти жуки слегка пострадали от мощного взрыва призрачных голов. Он был уверен, что у любого обычного культиватора стадии формирования яра не было ни шанса против этих насекомых. С этой мыслью Хань Ли безмолвно превратился в лазурный поток света и призвал к себе своих жуков, намереваясь преследовать старика. Мысли Хань Ли легко можно было понять. Поскольку между ним и эксцентриком установилась глубокая вражда, он не мог позволить ему сбежать, а хотел решить эту проблему навсегда. Он не мог оставить в живых своего потенциального врага. Через секунду к Хань Ли присоединился кривая душа и полетел рядом с ним, превратившись в полоску желтого света. Что касается остальных, они переглянулись между собой и решили остаться на своих прежних местах. Казалось, они не верили, что Хань Ли может в одиночку победить этого старика. У эксцентрика был довольно уникальный способ побега. Хотя Хань Ли использовал всю силу, чтобы управлять своим зеленым сверкающим кинжалом, расстояние между ним и эксцентриком только увеличивалось. В мгновение ока все трое оказались за 20 километров вдали от изначального местоположения формации. Казалось, они вот-вот покинут пределы безымянного острова. При виде этого глаза Хань Ли сверкнули холодным светом. Сделав глубокий вдох, из его тела выстрелили изумрудно-зеленые мечи размером с ладонь. Облетев вокруг тела своего хозяина, маленькие мечи слились в огромный зеленый меч. В мгновение ока на мече оказались Хань Ли вместе с кривой душой. Сверкнув зеленым сиянием, он метнулся в небо, словно изумрудная полоса света, длина которой составляла почти 40 метров, увеличив скорость почти на 50%. Спустя время, которое бы понадобилось, чтобы заварить чай, Хань Ли догнал эксцентрика. При виде черного света, который был сосредоточен на полете, Хань Ли помахал ему в знак приветствия с ледяным выражением на лице. Два маленьких изумрудных меча выстреляли в эксцентрика вместе с небесной чашей кривой души. Эксцентрик снова ускорился, поскольку увидел, что его неустанные преследователи высвободили свои магические сокровища в его направлении. Он мгновенно среагировал, бросив на них череп. Затем эксцентрик продолжил летать, перестав излучать черное сияние. Он думал, что это поможет ему хотя бы ненадолго выиграть время. Выражение лица Хань Ли стало мрачным. Он просто молча произнес заклинание, а в следующую секунду два его летающих меча вспыхнули зеленым светом и превратились в 4 световых меча, которые было невозможно отличить друг от друга. Двое этих мечей и небесная чаша направились к черепу, а два других слились в один, образуя длинный летающий меч. Он облетел череп и метнулся в тыл старика, не издавая ни звука. Летающий меч стал намного быстрее после объединения с другими, в результате чего Хань Ли мгновенно появился за эксцентриком. Однако эксцентрик почувствовал его присутствие и тут же повернул голову. В следующее мгновение он увидел изумрудную полосу света, которая находилась всего в 15 метрах от него. Лицо эксцентрика побледнело.
Быстро реагируя на чрезвычайную ситуацию, он раскрыл свой рот и выплюнул клубок черной ци в сторону летевшего на него меча. Затем он снова прибавил силы в полет, пытаясь убежать. Под командованием Ханли летающий меч пронзил поток черной ци без каких-либо колебаний. Когда он вошел в поток ци, дуга золотой молнии ударила по нему, в результате чего поток тут же растворился. Затем, вспыхнув зеленым светом, изумрудный летающий меч метнулся в эксцентрика. Эксцентрик удивленно посмотрел на торчащий в его груди летающий меч. Не успев сказать и слова, он был поражен золотой молнией и превратился в пепел. Ханли поспешно подлетел к нему. Через доли секунды он снова появился на прежнем месте, держа в руках 3 предмета. Помимо плетеной корзины, у него в руках была сумка для хранения и сверкающий свиток, перевязанный красной лентой. Свиток испускал тонкую духовную ци, даже если это была заброшенная древность, это было, несомненно, необычным магическим сокровищем. Ханли осторожно развернул свиток и вскоре был ошеломлен. Внимательно изучив свиток какое-то время, Ханли медленно свернул его. На его лице появилась задумчивость. Насильно подавив эти мысли, Ханли молча направился в сторону черепа. Теперь, не имея хозяина, черный череп застыл в воздухе без движения. Несмотря на то, что в нем все еще были следы злой ци, теперь у него совершенно не было следов прежнего интеллекта. Глядя на это, Ханли слегка нахмурился. По правде говоря, это был первый раз, когда он увидел такой предмет. Он чувствовал, что с этим предметом определенно связано что-то плохое, но он не хотел просто так оставлять его. Немного поколебавшись, он засунул его в нефритовую коробку. Затем он вернулся туда, где они были ранее вместе с Кривой Душой. По пути он столкнулся с Цзиньцинем и другими, которые спешили ему на помощь. При виде того, что Ханли и Кривая Душа возвращаются совершенно невредимыми, они были приятно удивлены. «Господин Хань, что случилось с этим эксцентриком?» «Он сбежал», — спросил Цзиньцин. «Я убил его своими собственными руками», — спокойно сказал Ханли. «Он мертв?» «Замечательно. Из его злой ци мы бы определенно оказались в затруднительной ситуации, если бы он решил нас преследовать. «У нас бы были большие неприятности», — ответил Цзиньцин с большим облегчением. Изменившись в лице, Хуюэ и культиватор Цзянь с уважением взглянули на Ханли. В конце концов, способность человека определяла его статус в мире культивации. Затем вся команда вернулась к формации, где фея Ши с беспокойством ждала их. Группа собралась снова. Немного посовещавшись, они решили, что через формацию стоит прорваться как можно скорее во избежание появления каких-либо других неприятных инцидентов. Таким образом, группа вновь встала вокруг формации, в то время как Ханли выставил флаги и пластины. Уничтожение последнего ограничения прошло исключительно гладко. После того, как алый световой барьер был разрушен, крылатые демоны, находившиеся внутри, были полностью уничтожены магическими орудиями водяного элемента. В глазах всех была радость, когда они устремились к каменному столбу, который стоял в центре. Теперь они все могли его четко видеть своими глазами и своим духовным чутьем. Весь каменный столб был покрыт какими-то странными надписями. Также этот столб был окружен 8 огромными древними талисманами, которые вращались вокруг него сверху донизу, сверкая разноцветным сиянием. Кроме того, в него также был встроен редкий нефрит иньян. Он попеременно сверкал то белым, то черным светом. Осмотрев столб, они в замешательстве переглянулись между собой и погрузились в задумчивость, с горячью пытаясь вспомнить любую подходящую информацию. «Это же столб духовного уплотнения!» Спустя мгновение выкрикнула Шиде. Остальные были ошеломлены, услышав это, но вскоре переглянулись между собой в шоке. «Фея Ши, ты уверена? Неужели это действительно столб духовного уплотнения?» — уточнил Хуюэ. «Абсолютно. У меня есть книга древних заклинаний, в которой говорилось о нем. Судя по его внешнему виду, расположению талисманов, он точно такой же, как описывалось в книге. Он был выкован из более чем 10 чрезвычайно ценных материалов. Эта колонна стоит около 6000 духовных камней», — взволнованно проговорила Шиде. Глава 422. Семицветный лотос. Столб духовного уплотнения представлял собой огромный магический инструмент, который использовали древние культиваторы для запечатывания ближайшего источника духовной ци и изолирования его от внешнего мира. Этот магический инструмент обычно использовался в 2 случаях. Первый случай заключался в том, что его использовали, чтобы запечатать чрезвычайно редкие духовные лекарственные растения, не позволяя их духовной силе ослабеть из-за внешнего воздействия.
Во втором случае их использовали для того, чтобы запечатать какого-то грозного демона и предотвратить его побег. Независимо от того, ради чего был установлен этот столб духовного уплотнения, он был чрезвычайно ценным для Ханьли и остальных. Духовные лекарственные растения были очень полезны, однако если там был запечатан демон, его можно будет использовать для усовершенствования их магических сокровищ. Однако все они прекрасно понимали, что если столб духовного уплотнения был использован для запечатывания демона, им было бы трудно починить его после его освобождения. Возможно, он даже мог бы убить их всех. Хотя все они переглянулись между собой с приятным удивлением, никто не спешил делать разблокировку столба, чтобы узнать, что было внутри. После долгого молчания Цзиньцин горько рассмеялся и пробормотал: «Вот загадка. Мы потратили столько усилий, но никто не хочет отступать. Да, если ты хочешь уйти, то уходи. Я останусь здесь. Только не говори, что внутри может быть демон». «Можно попытаться починить его», — холодным тоном проговорил культиватор по имени Цзянь, заложив руки за спину. Цзиньцин улыбнулся в ответ и повернулся к Хуюэ, а затем спросил: «А что ты скажешь?» Ху, немного помолчав, Хуюэ дал решительный ответ: «Господин Даос, тебе ли не знать, что мы, культиваторы-отступники, желаем быть свободными, но наша свобода не приносит нам ничего, кроме нищеты. Так что мы должны воспользоваться любой возможностью, которую дает нам судьба». Цзиньцин не был удивлен и повернулся к Ханьле. Ханьли слегка вскинул брови и с равнодушным выражением на лице сказал: «Мне все равно. Если большинство хочет увидеть то, что находится внутри, я за». Поскольку теперь у него было 72 облачных бамбуковых меча, созданных из золотого бамбука, он не боялся ни призраков, ни демонов. «Не забывайте обо мне. Хотя я всего лишь культиватор в стадии заложения фундамента, мой отец — демоноотталкивающее магическое сокровище. Даже если мне не хватит сил защитить себя, он не причинит мне никакого вреда, не дожидаясь, пока я ее спросят», — Шиде заговорила сама. «Хорошо. Поскольку никто не желает возвращаться с пустыми руками, давайте разблокируем столб. Однако нам всем следует быть начеку». Цзиньцин слегка вздохнул и проговорил это с взволнованным выражением на лице. «Хех. Не надо предупреждать меня быть осторожным, я слишком дорожу своей жизнью. Но давайте сначала проясним кое-что. Если там какой-то демон или призрак, починивший его получает право собственности. Никто не будет с ним за это сражаться», — проговорил культиватор по имени Цзянь с блеском в глазах. «Это очевидно. Вряд ли кто-то захочет уступить его», — согласился Цзиньцин. У других не было никаких возражений. Когда культиватор Цзянь увидел это, он воспарил духом, а в глазах его появились слезы радости. Шиди окинула его взглядом и загадочно улыбнулась и спросила: «Может, у вас есть особый способ починения демонов, раз вы-то уверены, я не стану скрывать от вас это. Мое искусство культивации обладает божественной способностью, специализирующейся на борьбе с призраками и дьяволами. Сначала я думал, что это не очень полезно, но я не ожидал, что смогу применить это на практике». Слегка поколебавшись, ответил культиватор Цзянь. Черепотовой эксцентрика, которого уничтожил Ханьли, кажется, были созданы из демонов. «Но, кажется, у вас с ними были проблемы, да?» Подозрительно спросила Шиде. «Эх, похоже, моя неудача сегодня вызывает сомнения. Моя божественная способность требует предварительной подготовки для ее использования. Этот эксцентрик застал меня врасплох, поэтому я не смог подготовиться», — культиватор Цзянь покачал головой и с легким смущением объяснил. Шиде кивнула в ответ и перевела свой взгляд назад к столбу духовного уплотнения. «Поскольку никто не хочет отступать, давайте начнем. Разблокировать столб духовного уплотнения будет немного хлопотно, для этого нужно приложить много физической силы», — заявила Шиде. Когда другие услышали это, они слегка прищурились. Хотя они были культиваторами, они фактически не обладали большой физической силой. Даже с большим количеством талисманов они не смогли бы сдвинуть огромный каменный столб. Ханьли нахмурился и внутренне приказал кривой душе. Когда кривая душа подошел к каменному столбу и сказал низким голосом: «Позволь мне это сделать, я довольно силен». Хуэ и другие были немного удивлены. С тех пор, как кривая душа прибыл на остров, он ни разу не говорил, однако теперь он проявил инициативу для решения этого вопроса. «Тогда нам придется попросить вас сделать это, господин кривая душа», — с любопытством сказала Шиде. Кривая душа продолжил идти к каменному столбу, как будто не услышал ее. Сначала его тело вспыхнуло желтым светом, а затем он надел на свое тело огромный талисман силы. Каменный столб высотой в 10 метров загрохотал и начал понемногу поворачиваться. Это было приятное удивление для всех. Мускулистые, крепкие руки кривой души светились слабым красным.
После того, как каменный столб повернулся 3 раза, кривая душа приложил еще больше силы и толкнул столб, а затем резко отошел. Каменный столб завалился на сторону и упал, заставив землю вздрогнуть на мгновение. Упав на землю, он оставил после себя глубокую борозду. Было очевидно, что столб был чрезвычайно тяжелым. Однако другие не обратили никакого внимания на каменный столб и вместо этого сосредоточили свое внимание на большом отверстии, оставленном после его падения. Отверстие было угольно-черным, из него дул холодный ветер. Однако там также была небольшая белая лестница, которая вела вниз. Вперед! Взглянув на яму, культиватор Цзянь решил взять на себя инициативу. Немного поколебавшись, остальные последовали за ним. Теперь, когда они зашли так далеко, никто не хотел отступить. Хань Ли стоял в раздумьях в своем первоначальном месте, приложив одну руку к подбородку и наблюдая за тем, как другие культиваторы спускались по лестнице. Затем он вытащил сверкающий красный свиток и немного покрутил его в руках. Подумав еще какое-то время, он вернул свиток в свою сумку для хранения и тоже направился к лестнице. Кривая душа последовал за ним. Туннель был довольно глубоким. Через четверть часа Хань Ли наконец добрался до дна. Их глаза засияли, когда они увидели перед собой просторный зал, площадью более 70 метров. В потолок зала был встроен в люминесцентный жемчуг размером с кулак, наполнявший зал молочно-белым светом. Поскольку стены отражали сверкающий свет, казалось, что это было создано какими-то магическими техниками. Кроме того, у входа в холл находились 2 полукруглые двери, ведущие неизвестно куда. Хуюэ и остальные стояли неподвижно в центре зала. Все они смотрели в одном направлении и иногда шептались друг с другом, как будто что-то изучали. Хань Ли с большим любопытством направился к ним. Что это? Хань Ли был удивлен, когда увидел то, на что они смотрели. Там был безупречно белый скелет, который лежал у края маленького пруда. В его черепе торчала изумрудно-зеленая стрела длиной в фут, которая прибила его к земле. Вся эта картина выглядела довольно странно. Но это только привлекло их внимание только поначалу. Затем все они заметили семицветный лотос, который находился в центре пруда, на его поверхности. Хотя семицветный лотос был только бутоном, размером с миску для риса, он уже светился 3 цветами. Но самым удивительным было то, что над ним, несколько дюймов в высоту, была радуга. Это зрелище буквально завораживало. Более того, вода в пруду не была обычной водой. Это была плотная белая паста, которая испускала странный аромат. Семицветный лотос. Я думал, что это только легенда. А это вода. Легендарное тысячелетнее каменное молоко. Пробормотал себе под нос Хуюэ с удивленным взглядом. Неудивительно, что было так много ограничительных заклинаний, да еще и этот столб духовного уплотнения. Эти сокровища полностью оправдывают их необходимость, сказал Шиде, рассматривающий разноцветный лотос. Цзиньцин пришел в себя от своего удивления и повернулся к скелету, а затем спросил, а как насчет этого скелета? Может, это был хозяин пещерной резиденции, разве сейчас это имеет значение? Сегодня мы все станем богатыми. Хотя этот семицветный лотос сияет только 3 цветами, его все равно можно будет продать за высокую цену на аукционе. Культиватор Цзянь сменил тему, в то время, как глаза его наполнялись жадностью. Глава 423. Сильнейший яд. Внезапно Хань Ли спросил спокойным голосом: «Этот семицветный лотос так известен, но есть ли у него какое-то конкретное применение?» Услышав его, культиватор Цзянь и другие были немного удивлены, и все разом посмотрели на него. Все они были свидетелями свирепости золотых прожорливых жуков Хань Ли, и теперь все они боялись того, что они ему не соперники. Когда перед ними был такой драгоценный предмет, все они бессознательно почувствовали беспокойство. Даже Цзинь Циню, который умолял его приехать сюда, было неловко. Увидев выражение на лицах этих людей, Хань Ли приблизительно понял, о чем они думали. В глазах его мелькнула кривая улыбка. Однако он быстро скрыл ее и спросил с равнодушным выражением на лице: «У этого растения достаточно своеобразное название. Я прочитал немало книг, но нигде прежде его не встречал». Другие культиваторы переглянулись между собой. Хуя слегка кашлянул и объяснил Хань Ли с легкой улыбкой на лице: «Кажется, господин Хань проводит большую часть своего времени в уединенной культивации и редко интересуется внешним миром. Название семицветного лотоса нет в списке духовных трав, потому что все считают его легендой. Говорят, что он сможет вернуть смертных к жизни и может вырастить плоть на костях. Для культиваторов он тоже может быть полезен, поскольку он способен поднять уровень культивации. Это бессмертный предмет из легенд,
После того, как Хуюэ рассказал ему все это, он с волнением и бдительностью взглянул на Ханьли. Тот прищурился и сказал с небольшим недоверием: «Неужели он настолько чудесный?» «Это правда, мы не знаем, поскольку никогда прежде не видели семицветный лотос. До сегодняшнего дня мы даже не верили в его существование. Однако, несомненно, есть культиваторы, которые выложат за него кругленькую сумму», — с усмешкой сказал Хуюэ. «Вот как?» Ханьли равнодушно кивнул головой и переключил внимание на безупречный белый скелет, лежащий на полу, а затем начал его пристально рассматривать. Видя, что Ханьли не проявлял интерес к лотосу, все вздохнули с облегчением. «Господин Дао Цзянь, а как насчет того, что вы пойдете и возьмете лотос? А после того, как мы проведем аукцион, мы разделим духовные камни поровну между всеми. Феши, нам придется беспокоить вас снова, чтобы вы проверили, нет ли ограничительных заклинаний вокруг пруда». Хуюэ недвусмысленно взглянул на культиватора Цзянь и Шиде. Кинув задумчивый взгляд на Ханьли, они согласились. Почувствовав, что Ханьли был слишком силен, все они чувствовали к нему презрение. После того, как Цзиньцин услышал это, он слегка поколебался, как будто он хотел что-то сказать. Но, подумав, он решил молчать. В этот момент Ханьли продолжал осматривать скелет. Хуюэ почувствовал облегчение, когда увидел это. После того, как Шиде использовал несколько магических инструментов, чтобы осмотреть окрестности пруда, она подтвердила, у пруда нет никаких ограничительных заклинаний. Дао Цзянь может взять лотос без препятствий. Услышав это, культиватор Цзянь тут же восторженно направился вперед. Хуюэ внезапно будто что-то вспомнил и предупредил его: «Будь осторожен. Я слышал, что к семицветному лотосу нельзя прикасаться магическими инструментами. Его можно сорвать только рукой, иначе он сразу завянет». Культиватор Цзянь взмахнул рукой, выражая свою признательность. В этот момент все его мысли были полностью сосредоточены на бутоне семицветного лотоса. Стоя рядом с прудом, созданным из прекрасного нефрита, культиватор Цзянь наклонился над водой и с большой осторожностью протянул руку к трехцветному бутону. Шиди и другие наблюдали за каждым его шагом, затаив дыхание. «Ай!» Внезапно он вскрикнул. «В чем дело?» Хуюэ и Шиде одновременно произносили эти слова с обеспокоенными выражениями на лицах. Неизвестно, за кого они беспокоились сильнее, за цветок или за того, кто должен был сорвать его. Культиватор Цзянь убрал пальцы и согнул их. Он озадаченно сказал: «Это как-то странно. Он довольно прочный, и его очень трудно вытащить. Если ты не можешь вырвать целый цветок, как насчет того, чтобы достать его по лепесточкам?» Сказал Хуюэ и закатил глаза. «Собрать его по лепесткам. Но это значительно уменьшит его стоимость». Шиде отрицательно покачала головой. «Подождите, я попробую еще раз, используя талисман силы», — сказал культиватор Цзянь, а затем вынул желтый талисман и ударил им по своему телу. Затем он схватил цветок и стал тянуть со всей силы. «Остановитесь!» Вдруг закричал Ханьли, продолжая рассматривать скелет. Хуюэ и другие чувствовали, что их сердце задрожало. Они были сбиты с толку. Культиватор Цзянь испугался, но, увидев, что он был так близок к этому цветку, он решил вложить всю свою силу в хватку. Однако семицветный лотос не сдвинулся с места. Культиватор Цзянь начал терять терпение и с новой силой схватился за цветок. В тот момент цветок наконец-то отреагировал и слегка задрожал на несколько мгновений, прежде чем внезапно отступился в воду и бесследно исчез. Бульк. Культиватор Цзянь не успел отпустить цветок и плюхнулся в воду, в результате чего вся поверхность воды покрылась молочно-белыми волнами. Поскольку Феши стояла ближе всех, ей на лицо попало несколько капель, в результате чего она завизжала. «Вода ядовитая!» Женщина закрыла лицо руками и закричала в ярости. Затем она поспешно вытащила из мешка для хранения красную бутылочку с лекарством и взволнованно бросила в рот горячую лекарственную таблетку. В течение той секунды между тем, как она выпила таблетку и проглотила ее, все увидели, как ее лицо покрылось желтыми волдырями. Даже выражение лица Ханьли изменилось при виде этого. Если только несколько капель сделали лицо Фейши стать таким, то что стало с культиватором Цзянь, который упал в воду? С этой мыслью они обратили свои взгляды на молочно-белый пруд. С тех пор, как он упал в пруд, оттуда не было слышно ни единого звука. В их сердцах появился страх. В этот момент Шиде наконец прекратила стонать и оторвала угол своего платья, плотно обмотав лицо. Глубоко вдохнув, она пристально посмотрела на воду. Внезапно на поверхности пруда выскочило несколько пузырьков. Вскоре после этого на поверхность всплыл полностью разложившийся труп. Лица у всех позеленели. Судя по одежде, это был культиватор Цзянь. За несколько минут он превратился в голый скелет с пустыми глазницами.
При виде этого зрелища холод пронесся по их спинам. Как это может быть? Неужели это тысячелетнее каменное молоко должно быть таким ядовитым? Недоверчиво проговорил Хуюэ. Тысячелетнее каменное молоко не ядовито. Однако кто-то мог поместить в него яд, спокойно произнес Ханли. Господин Хань, вы попросили нас остановиться, потому что вы знали, что вода ядовита. Хрипловатым голосом спросила Шиде. Я не знал, была ли она ядовита. Тем не менее, я выяснил, что семицветный лотос лучше не трогать. Посмотрите на правую руку этого трупа. Спокойно сказал Ханли, слегка коснувшись скелета кончиком ноги. Хуюэ и остальные внимательно осмотрели руку и были удивлены. Кости правой руки были частично черными, а конечная фаланга указательного пальца была разбита. Она выглядела так, как будто его что-то укусило. При виде этого никто больше не стал сомневаться в словах Ханли, а только посмотрели на воду ледяным взглядом. В центре белого пруда снова появился семицветный лотос. Он по-прежнему сиял великолепным светом, но теперь Хуюэ и другие смотрели на него так, словно это был скорпион. Ханли молча выпустил из руки 5 огненных шаров с кончиков его пальцев. Одним щелчком они выстроились в виде слова «семицветный лотос» и направились к нему. Цзиньцин и другие были поражены, но не стали останавливать Ханли из-за того, что произошло раньше. Семицветный лотос начал раскачиваться от удара огненных шаров, а затем внезапно вылетел из пруда, направившись прямо к Ханли, как стрела. Глава 424. Демонический змей. Внезапно из пруда выскочила странная тень, которая метнулась в сторону Ханли. При виде этого все переполошились, однако Ханли просто вытащил свой зеленый сверкающий кинжал и метнул в тень. Черная тень отбросила обратно в пруд, и оттуда послышалось ледяное шипение. Невероятно, тень была более метра в длину, на самом деле оказалась змеем с рогом. Алый язык извивался в ее пасти, а на макушке ее рога был трехцветный бутон. Это выглядело довольно забавно, как будто у нее на голове рос маленький цветок. Что касается радужного сияния, то это был семицветная демоническая ци, образованная из дымки, которая выходила из пасти змей. Оно на самом деле выглядело как настоящая радуга, поэтому неудивительно, что это ввело всех в заблуждение. При виде того, как на самом деле выглядела эта черная тень, Хуюэ пристально уставился на нее и сказал: «Это демонический змей». Он превратил свой рог в семицветный лотос. После того, как Шиде увидела настоящую внешность змей, она мгновенно зажмурилась, взмахнула рукой и выкинула фиолетовый шарф. Этот предмет испустил несколько вспышек и метнулся в демонического змея. «Осторожно! Этот змей чрезвычайно ядовитый. Ты ему не соперник!» Резко закричал Цзиньцин, а затем выпустил свою белую блокирующую печать, которая тут же присоединилась к фиолетовому шарфу. Демонический змей наблюдал за тем, как два предмета атаковали его ледяным взглядом, а затем открыли рот и выплюнул яркую радужную жемчужину. Жемчужина засияла ярким светом и заблокировала атаку белой печати и фиолетового шарфа. В этот момент Хуюэ пришел в себя от разочарования в связи с потерей сокровищ. Немного поколебавшись, он метнул в змею 2 летающих кинжала и вступил в бой. Внезапно 3 полосы белого света и полоска фиолетового блеска переплелись с радужным светом. Змей совершенно не боялся их атак. Вместо этого он выпустил яркий дым из своей пасти, в результате чего магические сокровища практически сразу потеряли свое сияние и потемнели, как только вошли в контакт с этим дымом. Неужели этот демонический зверь настолько сильный? Может быть, это какой-то мутант? Цзиньцин был в ужасе от этого вида. Не успел он это сказать, как внезапно красное сияние пронзило радужное облако, врезавшись в рог демонического зверя. Кровавая дыра размером с большой палец образовалась в роге змея. Демонический змей завопил от боли, ударился о землю и свернулся в кольцо, а затем начал ползти в направлении пруда. Но в этот момент несколько изумрудных летающих мечей метнулись сверху ему в голову со скоростью молнии. Змей рассвирепел, но не смог сдвинуться с места. Это была совместная атака Ханли и Кривой Души. В дополнение к использованию кровавой духовной дрели Кривой Души, Ханли использовал облачные бамбуковые мечи, чтобы удержать змея. Он намеренно скрыл божественную дьявольскую молнию своих мечей, чтобы другие не поняли, что его мечи были созданы из небесного сверкающего бамбука. Цзиньцин и другие почувствовали облегчение, увидев, что Ханли заблокировал демонического змея. Немного подумав, остальные другие решили убрать свои магические сокровища, как только они освободились от власти радужной демонской жемчужины. Затем все собрались вокруг демонического змея. Это действительно демонический змей, но, похоже, кто-то сделал его похожим на семицветный лотос.
Он не мог таким родиться, озадаченно сказал Хуюэ, наблюдая за тем, как демонический змей пытается освободиться от мелких мечей. Очевидно, этот семицветный лотос был своего рода гениальной ловушкой. Вполне возможно, что этот скелет когда-то был человеком, который на нее попался так же, как и мы, с горькой улыбкой произнес Цзиньцин. Хань Ли молча стоял сбоку, разглядывая демонического змея, а затем снова обратил внимание на правую руку скелета. Он невольно представил себе, как кто-то пытался сорвать семицветный лотос, но демонический змей внезапно вылетел из воды и откусил ему палец. А затем яд уничтожил его. От этих мыслей у Хань Ли пробежал холодок по спине, как вдруг он обратил внимание на маленькую стрелу в голове скелета. Эта стрела явно появилась там в результате нападения того, кто пришел позже. Можно было предположить, что этот же человек поставил ловушку. Шлеп. Внезапно голова демонического змея отлетела от туловища по вспышке света. Шиде холодно взглянула на него, держа кинжал в руке. Хань Ли слегка нахмурился. Он знал, что она ненавидит этого змея, потому что он испортил ее лицо. Стоит сказать, что внешность женщины столь же драгоценна, как и ее собственная жизнь. Даже если демонический змей не был виновником этого, он определенно был одной из главных причин. Хань Ли слегка покачал головой и поднял руку, возвращая свои маленькие мечи обратно в тело. Затем он снова посмотрел на стрелу в голове скелета. На первый взгляд, эта стрела выглядела точно так же, как и его собственные облачные бамбуковые мечи. Но присмотревшись повнимательнее, Хань Ли понял, что это было не так. Летающие мечи Хань Ли были яркими и сияющими, в то время как стрела несла в себе темную ци, как будто она была создана или усовершенствована с помощью темных искусств. «Господин Хань, не желаете ли присоединиться к нам? Мы собираемся осмотреться здесь. Возможно, мы еще найдем что-нибудь интересное». Увидев, что Хань Ли продолжает изучать скелет, Хуюэ предложил ему это. Казалось, он действительно не хотел возвращаться с пустыми руками. «Пожалуйста, можете идти без меня. Я и Кривая Душа останемся здесь, в главном зале», — спокойно сказал Хань Ли. Хуюэ был приятно удивлен. Однако, взглянув на скелет с изумрудно-зеленой стрелой в голове, он немного замешкал. Когда Цзиньцин и Шиде увидели это, они также остановились. В конце концов, кто знал, какие другие опасности находились в этой пещере, учитывая произошедшее. Оставаться всем вместе явно было безопаснее. Кроме того, они также догадались, что стрела была необычной. Почему Хань Ли так пристально осматривал ее, господин Хань? Вы считаете, эта заброшенная древность культиватора на самом деле чья-то хитроумная ловушка? Внезапно спросил Цзиньцин. Невозможно, это место на самом деле заброшенная древность культиватора. В противном случае, разве вы бы смогли найти эту карту внутри жемчужины? Возможно, это место ранее уже было обнаружено кем-то другим, сказал Хань Ли, покачав головой. Если то, что вы говорите, правда, тогда здесь нет никаких сокровищ. Печально проговорила Шиде. Хань Ли ничего не сказал в ответ. Затем Цзиньцин и Хуюэ переглянулись между собой с разочарованным выражением на лице. Лицо Хуюэ было более мрачным. Мало того, что это путешествие закончилось неудачей, так еще и двое его приглашенных экспертов пострадали. Один встретил здесь свой конец, а у другого было изуродовано лицо. Эта охота за сокровищами оказалась полной катастрофой, в зале повисла тишина. Внезапно из пруда послышался стон. Культиваторы поспешно перевели свой взгляд в направлении пруда. Тело культиватора Цзянь, который давно уже должен был быть мертвым, медленно выползло из пруда, издавая стоны из своей челюсти. В этот момент все культиваторы были ошарашены и тревожно переглянулись между собой. Поскольку они были культиваторами, они не очень боялись каких-либо духов или других злых существ. Однако это был человек, который недавно вошел в пещеру вместе с ними. Может быть, у него была секретная техника, которая позволяла его первородной душе сохраняться после того, как его тело было уничтожено, поскольку было неясно, был ли это труп с его владельцем или призраком, Хуюэ и другие не решались действовать. Труп культиватора Цзянь все еще продолжал медленно выбираться из пруда, приближаясь к ним. Хуюэ увидел, что что-то неладно, и поспешно закричал: «Независимо от того, являетесь ли вы человеком или призраком, не приближайтесь, иначе мы будем вынуждены атаковать вас». Прокричав это, он тут же выпустил свои летающие кинжалы, заставляя их вращаться вокруг своего тела. Цзиньцин и Шиде также проявляли бдительность и пристально уставились на труп. Когда Хуюэ закончил говорить, тело культиватора Цзянь остановилось. Хуюэ и другие невольно вздохнули с облегчением. Однако Хань Ли заметил, что что-то не так, и инстинктивно вытащил кое-что из своей сумки для хранения. Внезапно
Тело культиватора Цзянь яростно набросилось на группу, лица Хуюэ и Цзиньцина побледнели, однако в следующую секунду они тут же выпустили свои магические сокровища. Две полосы белого света тут же поразили тело культиватора Цзянь, уничтожив его одним ударом. Но внезапно Хуюэ почувствовал легкий порыв ветра, пронесшийся мимо него. Когда он нагнул голову, он увидел, что рука скелета вонзила ему в живот и вынула голубоватое ядро. Глава 425. Конгелированные птицы Ян. Хуюэ удивленно уставился на руку скелета, которая торчала из его живота. В следующее мгновение рука раздавила синее ядро, и оно вытекло из его руки. Хуюэ издал приглушенный стон и рухнул на землю, когда рука скелета вышла из его тела. Рана в животе кровоточила, а зал Ту наполнился запахом крови. Хотя пока он был еще жив, он явно был на пороге смерти. Вся жизнь промелькнула у него перед глазами под крики Цзиньцина и Шиде, которые мгновенно схватились за свои магические сокровища. Он вспоминал свою обычную жизнь, его детство и ту радость, когда вся его семья узнала, что он обладает духовными корнями, то чувство беспомощности, которое он ощущал, как его старшая боевая сестра восхищалась кем-то другим, тот экстаз, который он ощутил, когда прорвался к стадии формирования ядра, и то воодушевление, которое он почувствовал, представив, что сможет прорваться к стадии зарождающейся души в один прекрасный день. Пока все эти воспоминания протекали в его сознании, его конечности становились все холоднее и холоднее. Однако он не хотел так просто умирать, он создал набор из 3 летающих кинжалов в качестве своего магического сокровища. Обычно он атаковал только 2, а 3 всегда находился в теле. Это было потому, что 3 летающий кинжал был создан с использованием секретной техники. Хотя его сила атаки была средней, она могла автоматически защитить тело хозяина гораздо лучше, чем обычное магическое сокровище. Более того, он не жалел денег и усилий при создании этого сокровища, сразу как только вошел в стадию формирования ядра. Даже если он не давал команду, сокровище должно было защитить его тело от любой внезапной атаки. Разве нападавший? Хуюэ наконец-то подумал о чем-то, используя остатки жизненных сил, повернул голову и взглянул на происходящее. В этот момент Цзиньцина преследовало белое пятно. Цзиньцину удавалось уклоняться от него, в то время как пятно испускало серебристое сияние. Он использовал свое собственное магическое сокровище и постоянно атаковал пятно во время нападений, как будто очень боялся его. Хань Ли и остальных оказались в ловушке из черной ци. Хань беспрерывно выпускал с ладоней огненные шары, создав вокруг себя круг из них, не давая черной ци приблизиться к ним. Шида и Кривая Душа стояли позади Хань Ли. Тело Кривой Души было окутано кровью, и он непрерывно высвобождал пурпурный огонь из рук, нанося удары по черной ци, которая просочилась через огненное кольцо. С другой стороны, Шида использовала белый шарик, который испускал белый, также не давая черной ци проникнуть. Однако на ее лице все равно был страх. Хуюэ не обращал внимания на черную ци и усиленно изучал белое пятно, которое преследовало Цзиньцина. Разумеется, это был скелет мертвого культиватора, который теперь испускал белый туман и преследовал Цзиньцина на большой скорости. На данный момент его нельзя было считать мертвым. Хуюэ печально улыбнулся. Он, культиватор стадии формирования ядра, был убит скелетом. Какая ирония! В тот самый момент, когда Хусюэ подумал об этом, он погрузился в вечный покой с легкой ухмылкой на лице. Пока Хуюэ делал последний вздох, Хань Ли обдумывал ситуацию с угрюмым выражением на лице. В тот самый момент, когда Хуюэ стал жертвой белого скелета, стены внезапно выпустили призрачный туман, который сразу же стал всех преследовать. К счастью, Хань Ли был готов к неожиданному повороту событий и без колебаний открыл свиток с иероглифами, выпустив оттуда бесчисленное количество духовных огненных птиц. Эти демонические ласточки, окутанные огнем, назывались конгелированные застывшие птицы Ян. Ранее Хань Ли читал подробное описание о них в древних записях. Они были рождены от огненной сущности и особенно любили поедать призраков инь и злые души, заработав себе таким образом репутацию проклятия инь. Однако эти птицы уже давно вымерла, а свиток с иероглифами содержал только часть душ этих птиц. Так что свиток мог высвободить только их аватаров. Хотя аватары выглядели точно так же, как оригиналы, они не могли сравниться с оригиналами по силе. Если бы это были настоящие конгелированные птицы Ян, они бы полностью поглотили черный призрачный туман, а не просто рассеяли его на время. Хотя Хань Ли был окружен этим призрачным туманом, он не особенно беспокоился об этом. Оба его облачные бамбуковые мечи и золотые прожорливые жуки легко могли справиться с этим. Его беспокоило то, что он никак не мог обнаружить хозяина призрачного тумана.
Одного взгляда на скелет было достаточно, что его кто-то контролировал. Однако скелет был довольно странным. Магическое сокровище Цзиньцина на него совершенно не действовало. Не успел Хань Ли подумать об этом, как внезапно раздались вопли призраков вокруг него. Этот леденящий кровь голос был невероятно пронзительным, однако он не принадлежал ни мужчине, ни женщине. Все, кто его слышал, были в недоумении, а их кровь и ци были в смятении. Сердце Хань Ли вздрогнуло, и он рефлексивно распространил свое духовное чутье, пытаясь осмотреть весь зал. В тот же самый момент он щелкнул пальцем и выпустил из своего тела два маленьких изумрудных меча, которые тут же начали вращаться вокруг него. Услышав призрачный вопль, Цзиньцин обезумел от страха и яростно воскликнул, что за демон скрывает себя здесь, хотя его голос звучал не так громко, он резонировал по всей комнате. Неожиданно призрачные вопли прекратились. Кроме того, следующий удар его магического сокровища полностью разрушил скелет. Цзиньцин был приятно удивлен странным поворотом событий. В то же время призрачный туман, окружавший Хань Ли и остальных, снова вернулся в стены. Хань Ли был очень удивлен, однако он не верил, что яростный рев Цзиньциня на самом деле мог сделать это. В следующий момент Ши Де повернулась и воспользовалась этой возможностью, чтобы побежать к лестнице. В мгновение ока она уже поднималась на поверхность. Хань Ли спокойно взглянул на это, однако Цзиньцин был в ярости. Эта женщина решила сбежать в разгаре битвы. Хотя ее магической силы не хватало, у сокровища магической жемчужины, которая ей принадлежала, хватало сил, чтобы сдерживать призрачный туман. Естественно, он не мог позволить ей сбежать просто. С этой мыслью Цзиньцин собирался остановить ее, однако. В этот момент произошла еще одна аномалия. Как только нога Ши Де ступила на несколько ступенек вверх, каменная стена рядом с ней внезапно вспыхнула зеленым светом. Жуткие призрачные когти бросились на нее и пронзили ее живот со скоростью света. Ши Де вскрикнула и пыталась использовать свое магическое сокровище, чтобы сбежать. Однако призрачная рука ничуть не испугалась жемчужины, а вместо этого выпустила черную ци, которая окружила Ши Де. Крики женщины резко прекратились. Как только черная ци отступила, от ней остался только высушенный труп, который в следующую секунду был отброшен в направлении Хань Ли и кривой души. Повернув голову, Хань Ли увидел этот высушенный труп, и его лицо слегка побледнело. Лицо Цзиньциня тоже побледнело, однако теперь он стал еще более бдительным, оглядываясь по сторонам со своей белой блочной печатью. «Хех, мне нужен еще один подходящий труп. Кто из вас троих хочет пожертвовать собой?» Внезапно по залу эхом раздался холодный голос. Глаза Хань Ли вспыхнули холодным светом, и он снова развернул свиток и сделал руками жест заклинания. Шух, конгелированная птица Ян длиной в 3 метра, вылетела из свитка, окружённая пылающим огненным светом. Облетев вокруг головы Хань Ли один раз, она метнулась в один из каменных столбов. Бам! Огромная птица врезалась в каменный столб, и он тут же вспыхнул зеленым светом. В следующее мгновение оттуда вылетела жуткая змея, сделанная из черной ци, и сцепилась с огненной птицей. С птицей, извергающей жаркую белую эссенцию огня, и жуткую змею, опрыскивающую чернильно-холодную ци, огромная битва разворачивалась между ними в зале. Го! Я не ожидал, что кто-то сможет использовать техники контроля над давно исчезнувшими духами. Кажется, я вас недооценил. После этого из каменной колонны медленно вышла причудливая тень. Хань Ли и Цзиньцин оба с пристальным вниманием посмотрели на нее. Это был темно-зеленый, сверкающий силуэт, который был предназначен для того, чтобы скрыть внешность владельца. Его тело, казалось, было покрыто дымкой черного тумана, но сквозь него были видны красные глаза, напоминавшие свежую кровь. После того, как причудливая тень окинула взглядом всех троих, Хань Ли и Цзиньцин почувствовали, как холод пробежал по их спинам, словно он видел их насквозь. Невольно переглянувшись между собой, они взглянули на тень с ужасом. Только одного взгляда врага хватило, чтобы они ощутили всю его мощь. Было очевидно, что уровень его культивации значительно превосходил их собственную. Неужели это был культиватор стадии зарождающейся души? Этот силуэт больше напоминал демона или призрака, чем живого человека. Но если это действительно был злой дух, то как он смог сохранить весь свой разум?